Всем привет! И сегодня я пригласила своих друзей из Америки, которые провели целый год в России, рассказать немножко об их опыте и вообще, что они думают о России, потому что мне кажется, что это безумно интересно. Кевин и Барретт, расскажите, где в России вы были? Прежде всего в Москве и, может быть, месяц всего в Санкт-Петербурге. В Суздале и в Владимире, в Нижнем Новгороде. Но я как впервые я жил в Гатчине, около Санкт-Петербурга, и потом я жил в Нижнем Новгороде 3 месяца, потом в Москве. И ты тоже был в Казани, да? Да, на программе. Хорошо, и где вам больше всего понравилось в России? Санкт-Петербург мне нравится. Ну, как более европейский, Ну да. то, что музей, и все это, архитектура. Ну, а между Санкт-Петербургом и Москвой я предпочитаю Москву. Так, хорошо. А теперь скажите мне, какое было ваше самое-самое первое впечатление о России, когда вы только туда прилетели? Это было, когда мне было 17 лет, я еще был школьником, и когда я прилетел на самолет, я ничего не знал о России. Я помню, что как в самолете я учил как алфавит и всегда все. Ты просто я просто как привет и меня зовут Кевин. Я просто и я как приехал в Гатчину. И я просто помню, у меня был очень нетипичный опыт в Гатчине, потому что как я жил с семьей, и у них 5 детей, ну, очень необычно, конечно. Да, и тоже, да, и они очень богатые. Я приехал, и я здоровался с мамой, и она целовалась меня, потому что как американец, и я просто думал, что она хозяйка, она не американец. Ну, это первое впечатление. Мне было 18 лет. Я летом летел в Москву. У нас была программа всего 3 студента. Мы вместе прилетели в Москву. Сразу из самолета. Самые первые впечатления. Мы просто заметили, что все же на русском. У нас было только 3 семестра или 4 русского языка. Мы могли читать, что там есть. Значение не понял. Хорошо, а какое у вас было первое впечатление о русских людях? Я считаю, что русские люди и американские люди не сильно отвлекаются друг от друга. Да. Просто, может быть, не первое впечатление, но после нескольких месяцев я понял, что между нами нет такого сильного отличия. Да, мы все четкие патриоты. Да, это правда. Первое впечатление, конечно, я не смог общаться с мамой, с семьей вообще, я просто сидел и молчал. И я помню, что как моя русская мама, как она угощала меня, просто как, вот это длинный, и это, я думал, так много, как бы уже сид, но она, нет, больше. И вот этот очень необычно, что они просто очень добрые люди. Гостеприимные, да. Все время накормить хотят. Что вам больше всего понравилось за весь ваш опыт в России, за все время в России? Еда. Еда. Просто мне всегда интересна еда. В Москве есть так много видов еды, не только русские, но тоже грузинские, тоже азербайджанские, так много есть там.
много есть. Да. А какое твое самое любимое русское блюдо? Русское. Холодец, да? О, нет. Наверное, сырники. Сырники. Мне очень понравилось. Да, сырники вкусные. А тебе? О, трудно сказать, но может быть, когда я был на игре Локомотива. Ага. И там я был как с все как хулиганами. И там я тоже пел песни, я говорил Локомотив. И очень так, да, русский хулиганский опыт. Хорошо, а что вам не понравилось? Вот самое худшее, что произошло с вами в России. Но я бы сказал, еда. Да? Но просто, слушай, но русская еда, по-моему, это не мое. Короче, все как настоящая русская еда, но это не русская, но как блины, но это французская, Да. это Крым. Да. И все это борщ украинский, плов узбекский. Но все это мне нравится. Но что остальные, как гречка, не нравится, это не мое. И вот черный хлеб. Тоже, тоже не мое. Но просто я люблю грузинскую еду. И как есть иногда, вот, как пельмени, сырники, конечно. И я очень люблю как острый. Да, и в России нет. Да. А кефир? А кефир, да, нравится. Да? Да, но это как... Нет. Ему не нравится. Но особенно как после вечеринки. Да, тогда как утром надо как, наливать. Кефирчиком. Да. Да. Обед. Что тебе не нравится? Да, что тебе? Ты же не сказал, да, давай. Да, не сказал. Но одной случае я был на даче с хозяйкой и семьей. Как раз мы приехали, и мы сразу выпили вместе. А следующее утро завтракали, сразу после завтрака выпили еще раз. И потом время обеда и еще раз выпили. То есть я очень сильно просто не чувствовал себя очень хорошо. Уже так много бухал. Как вы думаете, русские люди действительно много пьют по сравнению с американцами? Да, но это по-другому, надо сказать. Но как у нас, как в Америке, нет такого слова «закуси». Да. Но это правда, совсем по-другому, что когда у нас алкоголь, это просто алкоголь. Может быть, как 30 бутылки пива и все. Да. Но в России, по-моему, это, можно сказать, здоровее, что вы выпьете просто с закусками. Да. Специальная культура есть. Да. Культура водки, культура чая, культура баров, можно сказать. Здесь, особенно в университете. Культура университета. Да. Вот это было удивительно для меня, что да, просто алкоголь и ничего больше нету. У нас, да, мы просто как бы сидим, разговариваем. Да, это пьем, очень спокойно, да, спокойно всегда. I will fuck your mother.